А не пора ли нам приготовить что-то несложное, но с изюминкой? Легкий салат на каждый день, а для праздника будет интересное дополнение. Кстати, полный список ингредиентов я оставлю внизу под этим видео. Салат получается легким и свежим. Начнем с приготовления необычного дополнения, который является одновременно и главной вкусовой фишкой. Берем один лист тонкого лаваша. На это количество продуктов одного будет достаточно. Нарезаю его ножницами. Сначала на длинные полоски, а затем на треугольники. Такая форма смотрится гораздо интереснее и придаст салату объем. Перекладываю заготовки в миску. Теперь начинаю добавлять вкус. Насыпаю сушеный чеснок, сушеную сладкую паприку и специальные специи для салата без соли. Соль добавляю отдельно и вливаю растительное масло. Теперь нужно все перемешать, чтобы масло по возможности обволакивало каждый треугольник со всех сторон. Если кто-то из зрителей уже делал подобную хрустящую закуску дома, поделитесь в комментариях, как вам такой лаваш и как вы справляетесь со специями и маслом. Беру противень с пергаментом и выкладываю лаваш ровным слоем. Стараюсь распределить так, чтобы не было нахлеста. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Отправляю их туда буквально на 5 минут. Тут есть важный нюанс. Учитывайте особенности вашей техники. У каждой духовки свой характер и свои капризы. Если ваша имеет свойство поджаривать с одной стороны сильнее, то просто достаньте противень на середине пути и аккуратно перемешайте все лопаткой. К тому же специи при перегреве меняют свой вкус и могут начать неприятно горчить. Пока наши золотистые треугольники томятся в духовке, у нас есть время заняться главной героиней нашего сегодняшнего меню – пекинской капустой. Беру ее среднего размера. Верхние листы уже сняла, нарезаю ее соломкой. Взяла только половину капусты. Думаю, что такие блюда лучше готовить небольшими порциями и съедать сразу. Салат из капусты не любит долгого хранения в заправленном виде. А если вы, как и я, большие любители салатов из пекинской капусты, то оставлю для вас в подсказках и заставках к этому видео другие примеры. Завтра, например, можно будет приготовить еще один новый и не менее вкусный вариант. Высыпаю капусту в большую миску. Берите емкость побольше. В ней нам будет удобно все смешивать. На очереди морковь. Нарезаю ее кубиком. Можно, конечно, натереть на терке, так будет в разы быстрее. Свежий огурец. Беру побольше. Нарезаю его соломкой. Теперь переходим к зелени. Беру укроп и петрушку. Лаваш к этому времени уже поджарился. Пересыпаю его в тарелку и даю ему полностью остыть. Для соуса могут быть совершенно разные варианты. Напишите в комментариях, какие заправки для такого салата вам больше нравятся. Думаю, другим зрителям также будет очень интересно почитать рабочие рецепты заправок. А я сегодня возьму за основу обычную сметану. Добавляю в нее черный молотый перец. Сюда же, если любите поострее, можете добавить немного сушеного чеснока или каплю соевого соуса вместо соли. Перемешиваю заправку отдельно в небольшом соуснике. И овощи перемешиваю в большой миске. Выкладываю овощную основу горкой в самый центр. Для тех, кто не добрал за день норму белка или просто хочет сделать блюдо более сытным, предложу классическое дополнение. Это отварные куриные яйца. Просто нарезаю их на аккуратные дольки. И теперь наше главное дополнение – хрустящий лаваш. Помните, мы разрезали его на треугольники. Он хрустит и вкусный, а его треугольная форма придает салату высоту, и на праздничном столе он не останется незамеченным. Приятного аппетита!